Саня, расскажи про атмосферу в Катовице. Это очень нереально. Это как все болели за Бегов в Кёльне, также я надеюсь, я верю, что будут болеть за Нави в Катовице. Там очень много людей и очень классно. Фанаты доброжелательные? Конечно, все польские фанаты всегда были доброжелательными. Польша, настоящий респект вам. Great, nice to have you. Oh yeah. How are you feeling? Всем привет, это третий влог на канале Natus Windsor, и сегодня мы находимся в Spodek-арене, которая вмещает в себя 11 500 зрителей. Пока что этих ребят еще нет на месте, потому что у нас медиа-день. Сегодня мы будем раздавать автографы и снимать медиа-материалы для Intel Extreme Masters ESL. Ребят, ну что, начинается автограф-сессия. Посмотрите, сколько фенов сегодня собралось. Интернациональная у нас сегодня автограф-сессия. Ребята уже готовы, немножко замерзли. Вот my first and last stand-up. Привет, для Нави. Ну рассказывай, откуда ты приехал? С Киева прилетел в Катовицу, но я тут проживаю в Бытоме, в городке. Ты первый раз на мейджоре? Нет, не, на мейджоре первый раз, но на ЕМ, в принципе, третий раз уже. Уже ходил. Тебе нравится движуха эта? Да, нравится. What is this? This is tiger? No, it's a zebra. Zebra? Yeah. Ah, why? Navy in yellow and black colors. What is zebra? It's not for team. Ah, for what? This is Just for the cosplay? event. Not really. Видите, какие у нас интересные фэны. Дота. Вы дотеры какие? С доты прибежали, да? Сейчас идет турнир, вы Финал прибежали? идет там. Понятненько, понятненько. Легенда у вас CSGO играет, Simple. Ну, остальных игроков не знаем, только здесь все знают, что Гамбит тащил. Вы видите, знают только Зевса, а ты только Симплу. Ну, Simple, потому Даже что дотеры к нам приходят. Я Симпла тоже знаю. Он же гений. Можешь с днем рождения написать? Да. И свое имя, конечно. У меня день рождения? Нет, да, Дима. С днем рождения Дима. Yeah. Вот это настоящий фэн. Смотрите, сколько он собрал автографов. Первый раз в жизни такое вижу со все турниры. Yeah, I know. You crazy. Выиграйте мажор. I'm crazy, I know it. Жека, а чего у нас не берут автографы вообще? Мы никому не нужны. Блин, я думал, что столько лет мы вместе, мы часть Нави, и тут... Нас просто никто не знает, не любит, не уважает. Посмотри, в это время на фоне. Смотри, как все весело. Ребят, никто не хочет с нами сфоткаться. Может, давай я у тебя возьму. Давай я с тобой сфоткаюсь. Сфоткай нас, Костя, пожалуйста. Тоня, что ты делаешь? Я стримлю для кофеина. Посмотрите, нас смотрят люди, и мы отвечаем на вопросы. 7000 человек, ничего себе. Да, мы попадаем во вложек. Привет всем. Во вложек. И вот этот момент моей славы. Да, когда дотер пришел на КС-ку посмотреть. Я пришел. А что вас заставляет дотеров идти смотреть Я КС? хотел на КС приехать, на main event, прям на основной в Spodek, но все билеты раскуплены. А на доту как бы, и бесплатно пускают. Но ты пришел, и вот я узнал, что еще КС же параллельно идет. Сразу сюда прибежал. А что на доту бесплатно пускают? Ну и на КС доту пускают, но народу будет очень много в живой очереди, поэтому фиг пройдешь туда, тяжело будет. Понятненько. Ну вот я как узнал, что сейчас идет еще ГП. А ты откуда сам? Я из Питера, но живу в Чехии. Сюда. Круто. Да, но я каждый год сюда езжу, то есть на Катовице. Вот. А к вам не могу второй год попасть. Это невозможно просто. Ладно, Все, спасибо. Удачи. Давай мы поддержим здесь.
Хлопс, вот так вот, все здесь, ребята. Жека. Жека, тебя с тобой опять не фоткают? Пацаны, сфоткайтесь с Жекой, пожалуйста. Жек, иди сфоткайся. Пожалуйста, сфоткайтесь со мной кто-нибудь. Я знаешь, почему на этой фотографии? Чтобы ее не удалили, если ты там будешь один. Мне еще помогали потом. Да, выиграть этот мажор. С вами Тони, с вами Жека, с вами Коха. Коха. Ребят, смотрите, первая Fortnite-сцена. Как все выглядит. Смотрите, сколько здесь игроков. У нас нет времени обо всем рассказать, но все выглядит правильно. Ребят, наши коллеги находятся по правую и левую сторону. Да ничего. Пресса работает в режиме нон-стоп во время турниров. Посмотрите, как много журналистов собралось. Ребят, где влоги? А вот влоги уже здесь. Только сегодня очень такой день сумбурный. Даня, расскажи, не выматывает? Вот я вымотался нереально. Бегали и туда, и сюда, и в Players Lounge, вообще там Где были. флеймисы? А вот. Как вообще это давит? Здорово всем. Мы вообще собрались тренироваться сегодня и в последний момент узнали, что у нас автограф-сессия. Кто-то завтычил. Вот. И отменили тренировочный процесс. Элик, ты доволен? Чем? Нет, конечно. Как я могу быть доволен? Тренировки — это святое. Все очень расстроены, с одной стороны, с другой стороны, команда наша очень любит отдыхать, очень любит наслаждаться жизнью. И когда, конечно, есть такая возможность, такая минутка, мы Ты у нас стараемся... да, не так шутить любит, что мы любим отдыхать. Подожди, ты что, не любишь отдыхать? Все любят. Я работяга. Да, это моя армия. Ребят, мы находимся в Players Lounge. Здесь он очень огромный. Здесь огромный выбор еды. Ребята играют в настольный теннис. Жека уже показывает свое мастерство. Не показывает, не пали меня. Ну давай. Своячка. Давай, своячка. Хорош, да, пятерочку, коуч. С первого раза. Хорош. Еще раз, Костян. По классике, ребята. Вы знаете, как мы любим поесть? Флейми. Ты любишь покушать? Газеевич. Суши тут нет. Суши тут нет, но тут есть, смотри. Ужасная тут еда есть. Ничего нету. Горячий шоколад – самый лучший выбор. Горячий шоколад. Гадость. Невкусно. Гадость. Такое. Горячий шоколад, ореховый сироп. А вообще мне рассказали, тут есть где-то Starbucks. Есть. Эта информация очень меня радует. Поэтому теперь перед плей-оффчиком Костян с Лехой возьмут мне карамель макиато. Окей. А ты возьмешь мажор. Я постараюсь. Как всегда постараюсь. Пару слов о гостинице, в которой проживают все игроки и таланты. Хотя я ни одного не видела за эти дни, но посмотрим. Давайте зайдем вовнутрь, и я расскажу, как здесь все устроено. Итак, мы находимся в лобби. Оно выполнено очень уютно, различная прикольная мебель тут стоит. Здесь есть какой-то уголок, где вы можете купить напитки, даже сувениры с атрибутикой этой гостиницы, которая, кстати, называется Vienna House. Она находится в самом центре Катовицы. Очень классное расположение, потому что совсем недалеко до Spodek-арены. Рядом есть торговые центры, несколько торговых центров, в которых есть все самое необходимое, все в пешей доступности, поэтому так. Ну, и вообще Катовица город небольшой. Здесь все очень удобно, здесь все очень близко. Ты можешь обойти центр за 10 минут, наверное. По крайней мере, вот этот старый город. Поэтому как-то так. Двигаемся дальше. Здесь игроки смотрят футбол, могут выпить немножечко пива после игр, потому что здесь тоже расположен бар. И если мы проходим дальше, то мы увидим ресторан. Для игроков здесь оборудована столовая, которая находится немножко в другом месте. Мы не сможем в нее сейчас попасть. Но некоторые из них спят или как-то опаздывают на завтраки, ужины, которые примерно в одно и то же время происходят. Поэтому они предпочитают кушать здесь, в ресторане при гостинице. Цены чуть выше средних. Кухня вроде неплохая. Выбор не очень большой, но очень удобно, потому что покушать в гостинице можно никуда не выходить.
очень удобно, что здесь прям можно купить прикольные сувениры, связанные с Катовицей. Катовица – это шахтерский городок, поэтому здесь вы видите всякую символику этого рода, даже мыло в виде угля. Ну, в общем, можно никуда не ходить, здесь купить подарки родным и близким и в аэропорт. Так, мы сейчас находимся возле лифтов и попробуем подняться на 3-й этаж, потому что именно там находятся все практис-румы всех команд, и, возможно, нам удастся попасть внутрь. Я зашел, снимают, то есть мы даже приехали. Тоня, ты знаешь, что Леди Гага сегодня получила Оскар за эту песню? Да. Ты умеешь петь? Ты следующий Оскар получишь, мне кажется. Следующий Оскар за лучший кавер. Да, идемте, ребят. Тоня, это тебе не надо, послушай меня. Это тебе не нужно. Да, смеешься. Ты смеешься в лицо опасности? As long as you stay happy, yeah. Tank is never asking. As long as your belly stay full and you can drive this lawyer stick, you ain't really ever tripping. Oh no, I couldn't have no woman. Oh no, someone that's. Жень, ну ты уже давно находишься на позиции менеджера состава по CSGO. Скажи, мы не виделись с тобой вот с Португалии. Уже 2 месяца прошло. Реально прошло 2 месяца. Да 100 лет уже прошло. 100 лет не виделись. Как изменилась атмосфера в команде и что сейчас происходит в команде? Вот очень интересный вопрос, и развернуто на него можешь ответить только ты. Концовка прошлого года для нас выдалась не очень удачной, вот, хоть мы и попали в финал на Бласте. Вот, и чувствовалось напряжение в коллективе. Даня начал делать заявления, как ты знаешь. В команде начались определенные настроения, связанные с неудачными результатами. Вот. Это, конечно, заставило, создало определенное напряжение внутри коллектива. Вот. И было принято решение отдохнуть как следует, перезагрузиться, расставить в голове приоритеты и вернуться свежими, готовыми к работе, потому как впереди мажор, как ты знаешь. Ну и была проделана работа хорошая, было проведено несколько таких серьезных разговоров внутрикомандных, как раз таки связанные вот с этими слухами, да, что Зевс уходит, там, что... Сейчас мы об этом еще поговорим. Да, непонятно, что будет с командой. Вот, то есть это скрывать как-то глупо, действительно это присутствует, существует, вот. Но ребята в голове своей поняли одно, что несмотря ни на что, надо продолжать работать, все в наших руках, сколько бы еще этому составу не осталось, условно говоря, да, именно вот в таком составе играть. Вот. Всем только будет выгодно и в плюс играть хорошо, да, и побеждать, как что называется, пока будут силы. Даня заявил, да, открыто не один раз, что собирается. У него действительно есть такие мысли, но он пока сам не знает по факту, сколько еще он хочет поиграть. Но, естественно, возраст, который вот у Дани, там, у Вани тоже, они же как по-любому задумываются о том, что они будут делать дальше и когда они будут заканчивать. Для тех, кто, может быть, не знает, Данил Зевс-Тесленко заявил о том, что в этом году он собирается заканчивать карьеру. И прямо сейчас мы с Женей собираемся разобраться, хайп ли это? Вот ты как менеджер команды, как ты считаешь, это был все-таки хайп или Даня действительно хочет закончить свою карьеру? Насколько я понимаю, хотелось бы ее закончить красиво, да. логическим концом, это был бы мажор. Да. Ну, это и хайп, и нет. То есть, с одной стороны, он и хайпует, понятно, он у нас личность медийная, он любит скандалы, интриги, расследования, все это, он снимает свои влоги достаточно забавные, присутствует доля хайпа, но и в то же времени есть просто обычный разумный подход, да, он понимает, что уже возраст подходит, что вечно он играть не будет, что надо как-то передавать опыт молодым, уступать дорогу молодым, вот, и заниматься какими-то своими проектами. Я думаю, что время близко, и, если он заявил это в этом году, значит, в этом году он, скорее всего, закончит. Добро пожаловать в Practice.ru. Заходите. Итак, здесь мы видим, что Миша Кейн готовится к следующим играм. С ним мы побеседуем немножко позже. Алеша Алексей Кейн Костылев. сидит здесь.
Алексей Костылев тоже занимается важными делами. А мы пока посмотрим, что здесь у нас есть в комнате. Это обычный номер в гостинице, который переоборудовали под тренировочную комнату. Все стандартно. Многие турнирные операторы делают именно так. Эта комната в полном доступе команды круглые сутки, и в любой момент они могут сюда прийти, потренироваться, повисеть, знаете. Из интересного, что здесь есть. Конечно же, современные компьютеры, все работает, все прекрасно. Очень часто турнирные операторы предоставляют разные снеки для команд. Ну, я первый раз вижу, чтобы предоставляли протеин и шейкеры. То есть мы за здоровый образ жизни, мы тренируемся. Ну, сейчас это модно среди игроков, поэтому их можно понять. Из-за того, что подарили командам, собственно, организаторы, традиционная медалька участника Intel Extreme Masters Major. Игрокам предоставили сувенирные футболки, помимо медальки, разные тоже бутылки для воды, ну и прочее. Все интересно. Что здесь еще показать? Да вроде все. Поэтому давайте немножечко вторгнемся в личное пространство Миши Кейна и попробуем с ним поболтать о чем-то очень интересном. А еще попробуем стул вытащить отсюда. Ваш первый соперник в стадии плей-офф — это FaZe Clan. В целом уже сетка известна. Куча раз встречались с этой командой. Есть понимание, чего ожидать? FaZe Clan, я знаю, что они тренировали карту Nuke, да. Мы, в принципе, играли с ними какой-то один праг, как бы, да, то есть со своей стороны мы хотели потренировать какие-то раунды. Я помню, что они играли очень агрессивно и не давали нам возможности потренировать, да, то есть это нам не нравилось, да, особенно когда ты хочешь просто потренировать, ты приходишь и хочешь просто создать свои ситуации, чтобы проверить их. Но к такому стилю тоже надо привыкать, как бы я помню, что мы как раз эту карту им проиграли, но почему я говорю просто про Nuke, потому что раньше у нас было большое преимущество над командой FaZe, мы всегда могли пикнуть Nuke или, допустим, рассчитывать, что они его вычеркнут, да, и имели преимущество в мапуле. Сейчас мы понимаем, что уже такой ситуации не будет, да, соответственно, подбор карт будет интересным, скажем так, ну... То есть у нас будут сюрпризы и, возможно, будет Nuke? Может быть, будет Nuke. Мне трудно пока сейчас рассуждать, потому что мы должны командой. И, во-первых, у нас будет 3 тренировочных дня, мы потренируемся, посмотрим, как хорошо мы себя чувствуем, где. Во-вторых, разберем игру противника. Еще немножко все-таки расстроен. FaZe могли сыграть на этом турнире Nuke. И гораздо проще, когда ты видишь игру соперника, да, и понимаешь, чего ожидать. Так мы как бы до конца их игру не увидели. По поводу Нюка. Понятно, что сейчас у нас Астралис – это непобедимая команда на этой карте. Или это уже не так? Как ты думаешь, кто сможет забрать у них победу на Нюке? Я могу сказать так, что я смотрел игры Астралис последние на Нюке. Они хорошо себя там чувствуют, но уже не так сильно впечатляют, как до этого. Мы не планируем все-таки заслужить чемпионство на Нюке, выиграв у Астралис. То есть, это слишком уже, знаешь, такие как бы глубокие мысли. Пока что я думаю, что Астралис на этом турнире на Нюке останутся непобежденными. Но до того, как они сложат свою корону, на этой карте осталось не так много времени, да. Ламинатор, рассказывай вообще, как ты набрал такую форму? Все просто в восторге от твоей игры. Что произошло? Улыбаешься, я вижу, хорошее настроение. Да, на самом деле мы много тренировались по интернету и просто перед этим турниром больше индивидуальной игре посвятил, чем обычно. Ты, да? Да, и как-то даже дело не в этом, может сейчас нет какого-то там давления, ничего, просто играешь в свою игру и пытаешься сыграть на максимум, поэтому я рад, как пока все идет. Я рад, пока все хорошо, да? Пока все хорошо. А как вообще коммуникация в команде? Ваня говорил, что вот мы поймали эту волну с коммуникацией. Что произошло? Что изменилось вообще? Как-то более мы спокойно относимся ко всяким неприятностям, так сказать, в игре. Допустим, мы проиграли 14-8 в Виталити, но если в обычном каком-то плохом дне у нас может произойти какой-то кипиш и плохая начнется тимспик, плохой тимспик и так далее, то тут как бы мы не проигрывали 22-23, там уже раунды на ГГ, но все равно все как-то пытались общаться нормально, без всяких претензий, без предъяв, верить в то, что мы можем выиграть, и в итоге мы выиграли. Поэтому
То же самое с Liquid. Мы там проигрывали 7, ну, не помню, как проигрывали, короче, тащили. С Авангард то же самое. В принципе, все пока игры на этом турнире проходили гладко. Как тебе АУК? Я видел, ты нормально хеды ставишь. Да, если честно, я вообще ненавижу это оружие. Я его не беру почти сам никогда. Ну, редко бывает беру, когда уже там что-то почему-то захочется. Мне обычно его дропают, но вообще это мне не нравится. Мне кажется, это какой-то Call of Duty делают СКС, вот это с зумом. Зачем? Зумом два оружия, скаут и АВП. Нахера добавлять, ну, играть с аугом, который, ну, какую-то красоту он набирает СКС. Ребята, я вам говорил, что сегодня бешеный ритм. Вот Женя пришел, уже что-то сейчас будет происходить, да, Жека? Что? Надо забрать Егора на следующее интервью. Егор! Наконец-то первая вьюха с тобой после такой затяжной зимы. 4 место. Что это для тебя значит? Много. Много? Да. Расскажи нам поподробнее. Что я теперь как Сергей Рамос. Как Серхио Рамос? Да, 4. Ну ты доволен реально? Да, очень. Результатом? Очень доволен. Я вам его покажу, смотрите. Денис Шарипов, Электроник. He's the only one who lost. Everyone lost. Ты первый, кто проиграл. Реально? Первый, кто проиграл. Ребят, я напоминаю, что все, кто смотрит все влоги с Катовицы, получают шанс выиграть игровой ноутбук от наших партнеров Omen. Все подробности в описании. Заходи и участвуй. Это очень крутой ноут. Скажи, а что по поводу Эдварда? Сейчас очень много в соцсетях разных предположений. Кто-то пишет во время игры 2010-й, кто-то всегда садит Эдварда на скамейку запасных. Что ты скажешь по поводу Эдварда? Ну, скажу так. Ваня на самом деле, да, испытывает определенные трудности с игрой, испытывает определенные как бы сомнения внутри. Мы с ним об этом разговариваем. Он тоже понимает, что скоро ему надо как-то подумывать о том, что пора заканчивать, но он, в отличие от Зевса, не делает этих заявлений. Я думаю, что... Вот просто это... у Вани нет YouTube-канала. Может быть, да. Не делал. На самом деле он просто испытывает определенный стресс вот с этим, да, вот большое давление со стороны фанатов и комьюнити идет, как бы, знаешь, его там как бы осуждают, и он на самом деле над этим очень много задумывается, но Ваня, я бы назвал его, мы тут часто это так обсуждаем, в отличие от многих игроков, вообще я бы даже не побоялся сказать, всего мира, да, один из тех, который действительно я бы назвал идеальным тиммейтом. То есть человек, который выкладывается на все 100% во всех направлениях, и в игре, и в коллективе, да, и как бы для организации много чего делает. Ваня в этом плане, конечно, молодец. И никто как бы не форсит его заканчивать карьеру, там, никто не форсит там, его со стороны организации или со стороны игроков, да, там что-то. Просто, я думаю, он просто переживает какой-то внутренний кризис, да, связанный с переоценкой и с, как бы так, с размышлением о будущем. Кто изменился за это время? Ведь ты как, ну не знаю, ты как отец. Ты всегда все видишь, как происходит все во время тренировок, когда ребята конфликтуют. Мы не один раз видели какие-то недопонимания между, там, вот недавно Зевсом и Кейном. Саша, там, Элик, как он уже влился в коллектив. И вот скажи, у кого видно невооруженным глазом это развитие? И насколько оно? Ну вот видишь, несмотря на возраст, даже в сеть попал вот этот конфликт такой, скажем, рабочий момент между Зевсом и Кейном. Вот. Притом при всем, что они два самых старших, по сути, по возрасту, да, участника команды, коллектива. Поэтому возраст, что называется, он тут не самый показатель в том плане, что и молодые развиваются, и взрослые развиваются. То есть никогда нету, знаешь, предела совершенства, всегда есть над чем работать. Если конкретно говорить с точки зрения, ну, вот такого, знаешь, был до и стал сейчас,
то очень прогрессирует Simple однозначно. Я с ним уже, получается, вот с самого начала, как он пришел, я за ним слежу, каким он к нам пришел, а каким он сейчас стал. Саня очень развивается, в принципе, и вот эта медаль, которую он получил сейчас на ХЛТВ. Она заслужена. Она очень заслужена, да, она сама за себя говорит. Вот. Очень спрогрессировал электроник, он очень усилил команду, он очень развился как игрок, как личность, получил опыт, да. Наша команда, она вообще уникальна, получается, 2 таких возрастных игрока, плюс тренер, да, и 3 молодняка, то есть у нас 50 на 50, плюс дед-менеджер. 50 на 50, как говорит Владик Коваль. Кстати, Владик, мы встретимся с тобой в четвертьфинале. Привет тебе. Тебе большой, огромный привет, мы тебя очень сильно любим, и ты знаешь, что делать. Я скажу 50 на 50. В каком возрасте профессиональный игрок должен выходить на пенсию? И должен ли он вообще выходить на пенсию? Потому что это пока никак не урегулировано. Но я думаю, в будущем пенсионный возраст введут. Но мне кажется, что вот, лично мое мнение, что 33 – это именно тот возраст, когда тебе пора сложить свое оружие. Мышку, клаву, девайсы. В команде должен быть баланс и опыта, и как бы какой-то вот напористости, молодости. То есть у нас как раз он соблюден на данном этапе. То есть с одной стороны кажется, что Зевс и Ваня как бы выпадают, да, по уровню игры. Но с другой стороны, а кто в команде будет поддерживать мораль? Кто будет мотивировать ребят на тренировку, собирать? Кто будет у команды поддерживать вот это вот состояние, да, организовывать тренировочный процесс? Кто в команде будет, например, на себя брать роль человека, у кого меньше всего фрагов? Это на самом деле для молодых очень тяжело, да, то есть каждый хочет выделиться, каждый хочет набить 30-ник с ракет за игру, там, рейтинг свой этот они проверяют постоянно. А опытным уже этот рейтинг уже не так важен, они уже побеждали в своей жизни много турниров, да, затащили, много кубков над головой подняли. Для них уже сейчас больше важен командный дух, какое-то такое вот развитие, передача опыта, совершенно другие ценности, в общем. Поэтому, когда заканчивать, это дело каждого, конечно, вот, и с одной стороны реакция действительно замедляется, но с другой стороны открываются новые двери, новые границы, новые возможности. Прекрасный возраст, 30+, да? Отличный возраст. Я, кстати, читаю твои вот эти вот, да. Ну и все-таки, Жень, если конкретно отвечать на вопрос, какой возраст, когда игрок должен выйти на пенсию? Ну, давай так. Я соглашусь с тобой, что 33 этот возраст можно пока назвать, но добавлю от себя, что это очень молодое направление, да, киберспорт, и должно смениться не одно поколение, чтобы решить, да, какой же все-таки возраст оптимальный для завершения карьеры. Вот и все. То есть все-таки 33. Пускай будет 33. Ребят, нам интересно, что вы думаете по этому поводу. В каком возрасте профессиональный игрок должен заканчивать карьеру? И мы символически подходим к месту, где находится именно тот кубок, который решит, что будет с нашим Na'Vi CSGO составом дальше. Ведь именно этот турнир решит судьбу нашей команды. Да, все верно? Из турниров, да, который действительно расставит точки сейчас.